Dear brothers and sisters, have you ever heard the phrase, people are good? Братья и сестры, когда-либо слышали, что люди говорят, а люди вообще добры? I'm sure you did, but they are also bad. And if you don't agree, why do you lock your house? Но я уверен, что вы сами знаете, что люди не всегда добры. Иначе почему мы закрываем дверь на замок? So what are they finally, good or bad? And if they are good, why did they raise up so many laws? И если, в конце концов, люди добры или злы? И если они добры, то почему нам нужны столько много законов? I looked something up. Germany, my homeland, has over 1,700 laws with over 50,000 articles. Я посмотрел в Германии, откуда я, там больше 1700 законов. И из части этих законов больше 50 тысяч статей. Спасибо. And an interesting question to ask is, how did these laws came into being? Невольно задается вопрос, а как вообще эти законы пришли, чтобы быть законами? For instance, in Brooklyn, there is a law, it's not allowed for donkeys to sleep in a bathtub. Например, в Нью-Йорке, в Бруклине есть такой закон, что... Ослица, кажется? Нет, осел. Что ослы не должны держаться или купать их в ванне. Спать. Что они не должны спать в ванне. Why? Такой закон есть. Почему? Because someone did it. А почему такой закон? Потому что кто-то это сделал. But this is not the way how God's law came into being. Но вы знаете, Бог так не поступает со своими законами. And this is what I want to talk about today, God's law. Я хочу об этом поговорить, закон Божий. How God's law was established, I'll come back to that question later. Как Бог утвердил свой закон, мы придем еще к этому. First of all, we all know Jesus' Sermon on the Mount, where he says in Matthew 5:27, "You have heard," he's quoting laws from the Old Testament, "that it was said, but I tell you." Вы знаете прекрасно Матфея 5 главу, где Христос говорит, вы слышали, то есть Он цитирует слова из Ветхого Завета, а потом добавляет, а я говорю вам. So at first, it seems as if he annuls the law of the Old Testament. На первый взгляд, как будто Он убирает старый закон. But in verse 17, he claims, "Do not think that I have come to abolish the law or the prophets. I have not come to abolish them, but to fulfill them." Но в Матфея 5 главе 17 стихе Христос говорит, не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков, но не нарушить пришел я, но исполнить. We all certainly discussed this question at least once in our life, if the law is still valid for us. Мы наверняка, каждый из нас, не раз в жизни задавали себе вопрос, а этот закон, старый ветхозаветный закон, имеет ли он чего для нас? Let's see what the authors of the New Testament say. Давайте посмотрим, что Новый Завет говорит. First of all, Romans 6, verse 14. Римлянам 6 глава и 14 стих. For sin shall no longer be your master, because you are not under the law, but under grace. Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью. Not under the law, that sounds crystal clear. Let's move on to Romans 3:31. Как будто здесь звучит очень ясно, вы не под законом. Давайте идем дальше к 3 глава, 31 стих. Do we then nullify the law by this faith? Not at all. Rather, we uphold the law. Итак, мы уничтожаем закон веры? Никак. Но закон утверждаем. So that sounds contradictory, but we move on with 1 Timothy 1:8. И это как будто противоречит, нам на первый взгляд так слышится. Давайте идем дальше в 1 Тимофея 1 глава 8 стих. We know that the law is good if one uses it properly. 1 Тимофея 1 глава 8 стих. А мы знаем, что закон добр, если кто законно употребляет его. A very important principle is to interpret the Bible in the light of Jesus and in the light of the gospel. Очень важный это принцип, как
понимать Писание – это через слова Иисуса Христа, через слова Нового Завета. And the gospel or the good news begins with bad news, which is that everyone sinned and everyone is guilty. И мы идем на то, что есть Евангелие, которое имеет значение «добрая весть». Но добрая весть начинается с плохой вестью, а именно, что все согрешили, и все под законом, guilty, забыл слово. Спасибо, виновны. And one might think, why is God making a law that nobody is capable of obeying? Because everyone lied at least once in his life. Well, everyone was angry at his brother. And Jesus says it's already enough to be completely guilty in front of God. И если каждый из нас согрешил, и если каждый из нас, например, солгал хоть раз в жизни или разгневался на кого-то раз в жизни, когда Христос сказал, это уже достаточно, чтобы нарушить закон. Почему Бог поставляет такие законы, которые мы не можем выполнять? Is God a bad educator? Because normally a law that nobody is able to comply with is considered to be an aimless law. Может быть, мы бы так сказали, он плохой учитель, потому что закон, который никто не может исполнять, это плохой закон, мы могли бы так сказать. Let's read 3 more passages. Давайте прочтем еще 3 места. 1 John 3:4. 1 Иоанна 3 глава 4 стих. Everyone who sins breaks the law. In fact, sin is lawlessness. 4 стих. Всякий, делающий грех, делает и беззаконие. И грех есть беззаконие. So sin equals the violation of the law. Let's keep that in our mind and move to Romans 3:23. То есть, когда мы грешим, мы нарушаем Божий закон. Идем дальше. Romans 3:23. Римлянам 3 глава и 23 стих. We all know the words. For all have sinned and fall short of the glory of God. Мы все знаем это место Писания, который говорит, потому что все согрешили и лишены славы Божьей. So now the measuring point is the glory of God. То теперь, против чего мы мерим себя, это славу Божью. So we can say sin equals the breach of the law, and this equals missing God's glory. Мы можем так сказать, что когда мы согрешаем, это нарушение закона Божьего. То есть мы пропускаем, и мы не достигаем, и мы лишены славы Божьей. And the term glory of God is very important because in John 1:14 we read about the pre-existing Jesus. И почему это выражение славы Божьей очень важно? Мы читаем это в Иоанна в 1 главе 14 стихе. The Word, Jesus, became flesh and made his dwelling among us. We have seen his glory. И Слово стало плотью. Это говорится о Иисусе Христе. И обитало с нами полно благодати и истины, и мы видели славу Его, то есть славу Божью. So the glory of God basically represents his character. 2,000 years ago we would see it in Jesus because he's God incarnate, he's God in the flesh. Слава Божья определяет Его характер, кем Бог является. 2000 лет тому назад мы имели возможность увидеть это на практике через Иисуса Христа, который воплощение, который есть сам Бог. And this is one of the things that we can point out about the law. It shows who God is. И это, почему закон был дан. Одна причина, потому что она указывает, на кем Бог является. This is why we read so often in the Psalms that blessed is who meditates on God's law, because who wants to know God must know his law. И поэтому мы читаем, например, в Псалмах, блажен тот, который размышляет, или муж, который размышляет о законе Господа. Почему? Много раз мы читаем это. Почему? Потому что, чтобы познать Бога, Его характер, нужно знать Его закон. And this is how God's law came into being. It depends on his character. И поэтому этот закон Божий был установлен. Почему? Потому что оно отражает Его характер, кем Он является. You shall not kill because God is life. You shall not lie because God is truth. You shall not commit adultery because God is loyalty. Почему написано, например, не убивай?
Потому что Бог есть жизнь. Почему написано не обманывай, не лги? Потому что Бог есть истина. Почему написано, чтобы не прелюбодействовать? Потому что Бог верен. So God is the objective standard, and everything that departs from this straight line is wrong. We cannot call something wrong when we don't know what is right. И то Бог определяет то, что есть правильно, истинно. И все, что уходит от этой истины, от Его, это неправильно. А как мы познаем, что неправильно, если мы не знаем истину? Same as the shadow needs sun, the evil needs good, and good needs God. И как тень нуждается в солнце, чтобы показать тень, то и даже зло, спасибо, зло имеет добро, чтобы показать, что оно есть зло. And the good needs God. И это добро нуждается в Боге, чтобы определить, что это есть добро. Secondly, the law shows us the failure of humankind. Но второе, закон Божий показывает на том, что человек или люди пали. Let's read Romans 7:7. Римлянам 7 глава, 7 стих. What shall we say then? Is the law sinful? Certainly not. Nevertheless, I would not have known what sin was had it not been for the law. For I would not have known what coveting really was if the law had not said, you shall not covet. Что же скажем? Неужели от закона грех? Никак. Но я не иначе узнал грех, как посредством закона, ибо я не понимал бы и пожелания, если бы закон не говорил, не пожелай. So it basically says, sin without law is dead. То есть говоря, что грех без закона, как узнать, что это грех? Он мертв. And only if someone sees his depravity, he knows or he can see that he needs salvation. If I'm hale and hearty, I don't need a doctor. И поэтому только тот человек, который увидит, что он грешен, будет нуждаться в спасении. Если я здоров, зачем мне врач? An important verse about this is Galatians 3:24. В Галатам 3 глава и 24 стих мы так читаем. So the law was our guardian until Christ came, that we might be justified by faith. Now that this faith has come, we are no longer under a guardian. So the law is like a sign pointing at Jesus. Итак, закон был для нас детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою. То есть он был как этот указатель, чтобы показать на Христа. So if you find yourself ever again complaining about how far you've gone astray from God's law, you are absolutely on the right way. И то если вы говорите, как я далек от Божьего стандарта, Его закона, вы абсолютно правы. You see, spiritual maturity doesn't only mean obeying more laws. It means understanding more and more how much we need Jesus. Духовная зрелость не только состоится в том, чтобы мы просто исполняли закон, но чтобы мы более и более понимали, насколько нам нужен Христос. And God doesn't want us to feel bad about failing because we cannot and we don't have to fulfill all God's law because Jesus did. Христос исполнил закон, и мы проваливаемся. Он помогает нам вставать. And this is what is meant by Jesus fulfilled the law. He fulfilled it instead of us for our sake. Христос исполнил закон, и Он исполнил закон ради нас также. This is one of the secrets that was held back in the Old Testament. We can read something in Ezekiel 36:27. В Иезекииле 36 главе 27 стихе мы читаем, что это как бы тайна закрыта в Старом Завете. I will give you a new heart and put a new spirit in you. I will remove from you your heart of stone and give you a heart of flesh. And I will put my spirit in you and move you to follow my decrees and be careful to keep my laws. В
вложу внутрь вас Дух мой и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих, и уставы мои будете соблюдать и выполнять. Вложу в вас мой Дух». So the secret is Christ in you and Christ. То есть секрет в чем состоится? Христос в вас, и вы во Христе. That's basically Luke 15. Это в Луки 15 главе. So you see, the law in the Old Testament was a commandment. In the New Testament, it becomes a promise. То есть закон Божий в Старом Завете – это повеление, а в Новом Завете открывается как обещание. So the last verse I'd like to read to answer the objection that we still backslide even if we are in Christ is 2 Corinthians 3:17. Во 2 Коринфянам 3 глава 17 стихе мы читаем: Now the Lord is the Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is freedom. And we all, who with unveiled faces contemplate the Lord's glory, are being transformed into His image with ever-increasing glory, which comes from the Lord, who is the Spirit. Господь есть Дух, а где Дух Господень, там свобода. Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ, от славы в славу, как от Господня Духа. It doesn't say we were transformed. It says we are being transformed. Смотрите, не сказано, что мы преобразились и все. Мы преображаемся. And this present progressive expresses it's an unfinished action. О чем здесь говорится? Что это действие еще не закончено. And this is the wonderful thing. It's not over and out. It's a journey in which we need to reach out to Jesus every day over and over again, and not just once and forever. И это очень хорошая новость. То есть, что мы каждый день приходим ко Христу и возрастаем в Нем, а не просто раз обратились и все навсегда. So let us remind this ourselves by talking to God now. Давайте поговорим с Богом в молитве.